Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, любители выращивания метельчатых гортензий. В этом видео я вам покажу самый простой, надежный, дешевый и быстрый способ подвязки метельчатых гортензий в тот момент, когда они начинают набирать соцветия. Многие жалуются, что начинает цвести метельчатая гортензия, и от сильных ветров, дождей она начинает падать в стороны, то есть бутоны, точнее соцветия у многих сортов метельчатых гортензий настолько большие, что они просто под тяжестью начинают опускаться, нагибаться, ложиться на землю. В общем, растение теряет свою декоративность, а нам хочется, чтобы это было красиво, чтобы все побеги смотрели строго вертикально вверх. Все это, конечно, правильно, и в большинстве случаев такие подпорки смотрятся достаточно хорошо, но, конечно, нам всем хочется, чтобы растение выглядело естественно и не было видно никаких там колышков, палочек, там каких-то пластиковых кусочков труб, которые используются для изготовления таких подпорок. Сегодня я вам как раз покажу такой простой способ, как придать растению декоративный вид, при этом эту подвязку практически не видно на растении. Конечно, есть такие сорта метельчатых гортензий, которые не превышают высоту метра. И такие низкорослые есть сорта с достаточно толстым, таким прочным стеблем, которые не нуждаются в таких подпорках. Ну, например, такой сорт, как Infinity, допустим, в таких подпорках, подвязках не нуждается. А вот такие сорта, как Vanilla Fraise, Самарская Лидия, Фрейс Мельба и другие сорта метельчатой гортензии, высота которых превышает метр и у которых достаточно тонкие побеги, конечно, нуждаются в подвязке либо в установке каких-либо подпорок. Итак, сейчас я изменю вид камеры и покажу вам наглядно на нескольких кустиках, как я провожу такую подвязку, которая практически незаметна на кусту гортензии, издалека ее вообще практически не видно. Вот смотрите, такой замечательный кустик. Это метельчатая гортензия сорта Pixio, новинка сезона 22-23 годов. Очень красивая, декоративно цветущая метельчатая гортензия. Ну и видно, что вот некоторые тонкие побеги полегли на землю. Кстати, многие спрашивают, вот показываю вам, как выглядят саженцы, которые я вырастил в этом году. Это также сорт Pixio. Растут они у меня в литровых горшочках. И вот сейчас имеют вот такой вид. Достаточно хорошие в этом году получились саженцы. Ну, давайте перейдем к подвязке. Для подвязки лучше всего подходит вот такая вот джутовая веревка. Старайтесь брать такую не слишком тонкую. И я обычно отмеряю примерно около 1,5 метров для растения средних размеров. Если растение у вас старое, большое, то тогда вам нужно отмерить примерно около 2 метров веревки. Ну а если растение молодое, то вам вполне годится метровый отрезок такой веревки. Вот этот вот цвет, такой коричневый, он менее всего заметен на растениях и смотрится наиболее естественно и декоративно. Далее складываем веревку ровно пополам. Выбираем самый сильный, самый толстый стебель. Далее, отступив от земли примерно на высоту 30-40 сантиметров, закрепляем веревку с помощью вот такой вот петельки. Вот таким образом. А далее начинаем идти по кругу, подвязывая упадшие стебли, которые полегли на землю под тяжестью соцветий. Совсем тонкие побеги не обязательно вот так подвязывать с помощью обкручивания. Можно просто вот так их просто захватить. Ну а если побеги есть, которые совсем тонкие, их в принципе можно и удалить. Стараемся подвязывать все побеги на одинаковой высоте.
Ну и заканчиваем на том же побеге, с которого и начали. Здесь можно завязать вот такую вот петельку. Ни в коем случае не обвязывайте побеги так, чтобы они обжимались веревкой. Должно быть все свободно, чтобы сокодвижение на побегах не нарушилось. Вот так это все смотрится после подвязки. Но вот эти тонкие побеги я, пожалуй, удалю. Ну а теперь давайте перейдем к другому кустику метельчатой гортензии, к новинке, к сорту Bonfire. Вот так у меня выглядит Bonfire, посаженный в этом году. Здесь два сильных побега, один из которых набирает соцветие. Ну, надеюсь, что он в этом году успеет зацвести. Сейчас конец августа, нахожусь я в Московской области. Ну а здесь совсем все просто. Два побега, берем джутовую веревочку, делаем петельку на высоте примерно около 30 сантиметров от земли. Берем второй побег и завязываем веревку на противоположном конце. Все должно быть свободно, ничего не должно перетягивать стебли растения. Вот так выглядит молодой куст метельчатой гортензии после подвязки. А вот этот сорт метельчатой гортензии называется Infinity. Это невысокий сорт, вырастающий примерно до метра. У него толстые, крепкие побеги, вполне выдерживают без всяких подпорок вес соцветий. И, соответственно, этому растению, этому сорту метельчатой гортензии Infinity, в силу его особенностей, не требуются никакие подвязки и подпорки, даже когда оно цветет. Вот этому растению уже 3 года. Это Royal Flower, уже такой достаточно сильный, обильно цветущий кустик. Ну и сейчас я вам на нем также покажу подвязку, как это делается на более взрослых растениях. Принцип тот же самый. Выбираю самый сильный побег, петелькой креплю веревку. Вот смотрите, раз, и начинаю вокруг куста закреплять каждый побег, чтобы растение смотрелось вертикально и максимально декоративно. Еще дам вам одну очень важную рекомендацию. Когда вы будете подвязывать метельчатые гортензии таким способом, не надо слишком сильно стягивать веревкой стебли друг к другу. Все-таки у растения должна быть определенная свобода, иначе будет создаваться загущение, листья будут получать меньше солнечного света, и оно будет хуже проветриваться. Все-таки у растения должна быть определенная зона, которую оно занимает. Соцветия должны друг от друга отстоять на небольшое расстояние, поэтому не надо превращать из куста метельчатой гортензии такой сильно стянутый букет. Это для растения будет только хуже. А вот так выглядит растение, которое подвязано с помощью вот таких пластиковых труб сантехнических. Видите, с использованием также достаточно толстой такой веревочки. Но другой способ подвязки. Он, конечно, очень надежный, но, как видите, его очень хорошо видно и заметно на растении. Вот так это выглядит. Если вы выращиваете высокорослые сорта метельчатой гортензии, то в таком случае вам может потребоваться второй ярус подвязки для того, чтобы надежно закрепить соцветия, чтобы они не разваливались. В этом случае просто отступаем от первого яруса подвязки примерно 30-40 сантиметров
и обвязываем по второму кругу. В этом случае стопроцентно ни от каких ветров, ни от каких сильных проливных дождей ваши растения не упадут, не развалятся и будут смотреться максимально декоративно. Надеюсь, данное видео было вам интересно и полезно. Если у вас остались вопросы, задавайте, пишите их в комментариях. Обязательно загляните в описании ниже под роликом, там много полезной информации вы найдете. Всем большое спасибо за просмотр, хорошего вам цветения.